Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода добра, которую прорисовала великолепная художник-таролог со стажем большим, Колет Барон Рид. И карты подаются с позиции позитивной психологии. И они нас приглашают быть добрее к самим себе, мои дорогие, добрее, милосерднее к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, увы. И позволить себе право на ошибку. Мы люди, мы не можем на 100% просчитать, как будет событийность развиваться. Мы не можем влиять на то, что думают люди, но мы идем дальше. И вот право на ошибку, как и самодоверие, это все основа самодостаточности. И если мы допускаем развитие альтернативных вариантов развития событий, а вы, мои дорогие водолеи, вы удивительные люди, вы как раз иррациональное допускаете, вы умеете пронести сквозь свою жизнь вот тот мир, который вы видели глазами ребенка, себя в детстве, не растерять где-то эту самую мечту и воспользоваться альтернативными вариантами как раз для того, чтобы ее осуществить. И в эпоху Водолея нет для вас ничего невозможного, хотя какой-то просчет должен быть. И даже если мы где-то ошиблись, это не значит, что этого не может быть. Это значит, что мы поменяем методы и все равно чего-то добьемся, так как мы хотим, даже с какими-то альтернативными вариантами. Итак, на колоде карт мы зададим на неделю два важных вопроса, как неожиданности и что важно знать, по мнению карт. Какую ситуацию они нам раскроют? Первая карта, что важно знать или что для вас будет, может быть, в приоритете на неделю. Чего не избежать неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать, что вас будет радовать? Приятности какие-то? Что скрыто? Дела, работа, бизнес. Финансы, энергия денег на неделе. И личная жизнь. Что же важно знать? Твердое намерение процветать. Очень правильная позиция, мои дорогие. Я иду вперед. Вот все то, что я сейчас говорила до карт, это то, что вам важно знать. Вот буквально от слова до слова. И по этой карте проходит, безусловно, это паш, как новые начинания. И не важно, что это у кого-то будет правда, у кого-то с нуля. Почему нет? Закончили обучение, и вот, пожалуйста, вы в другом статусе. Для кого-то из вас по-прежнему месту работы, значит, там тоже что-то будет меняться. Может быть, как график, какие-то планы, документы. Мы столкнемся, что элемент обновления будет присутствовать в нашей жизни. Но это возможности. Возможности изменить свой статус, заработать денег, себя как будто прочувствовать по-другому, да, с большим вдохновением, заниматься каким-то либо трудом, либо жить в другом качестве жизни. Но, правда, есть какое-то намерение, есть как будто цель, и я к ней иду. Неожиданности давайте посмотрим. Верховная жрица. Вы можете узнать вдруг какую-то тайну, то, что было скрыто. Или это вы можете что-то скрывать, или вы, может быть, столкнетесь с такими обстоятельствами, что нет, вот я никому не расскажу, что я собираюсь делать. Я не хочу себе навредить. И это будет тоже правильно. Храните молчание в целом. Потому что Верховная Жрица – это та, которая все знает и умеет предвидеть. И вы можете, мои дорогие, предвидеть на несколько шагов вперед. Слушайте свою интуицию. Это карта интуиции. По сути, интуиция – это у нас что? Интеллект и опыт. Опыт, который без эмоций. И вот какую-то ситуацию вы можете действительно просчитать. Но вы столкнуться можете с тем, что я никому ничего не докажу. Поэтому я и никому ничего не расскажу. И опять же, это будет очень правильная позиция. Здесь нужно, знаете, подмечать. Вот как это Верховная Жрица. Может быть, это как какая-то не случайная случайность, правда?
или какое-то известие, которое для вас открывает какие-то возможности. А может быть, и это какое-то предложение, которое было какое-то время в тени словно, а здесь что-то более конкретно вырисуется. Но, знаете, все же не говорить о том, я бы сказала, даже если у вас что-то получается на этой неделе, в неожиданностях как будто храните молчание. Молчание в данном случае на неделе для вас будет золото. Интересно, а что может помешать, чему сейчас не время? Ну, когда соскользнем на какие-то эмоции, или когда будем, кстати, думать, что кто-то придет на помощь. Или когда расслабимся, правда, мои дорогие, такое тоже может быть. Может быть, не время, знаете, больше уделять вопросам романтики. У нас романтика проходит по этой карте. Или гармоничное сотрудничество проходит по этой карте. Тоже прекрасная карта, но в позиции, чему сейчас не время, повторюсь, надеяться на самого себя. Не думать, может быть, лучше о людях, чем они есть. Мои дорогие, иногда так бывает. Вы как будто можете чего-то не увидеть. Или, может быть, правда, люди не совсем искренне. И чтобы у вас вот ваше намерение осуществилось, храните молчание. Значит, будет кто-то, кто будет вас выспрашивать, скорее всего. Может, у кого-то родственник. Иногда бывают и разные отношения с родственниками. Иногда это с друзьями бывает по-разному. Или просто коллеги, соседи, да кто угодно. Не рассказывайте о себе много. Правда, вот не время как будто вообще о себе давать информацию или думать, что с конкретным человеком получится какое-то сотрудничество. Тут все может, ну, видимо, поменяться, раз нам после твердого намерения процветать выпадают верховные жрицы и говорят: а ты молчи в неожиданностях. Значит, какие-то могут быть неожиданные вопросы у кого-то и так. Что же помогает? Карта зов. 20-й старший аркан, именно зов. Это, как знаете, высшая какая-то цель, ваше высшее намерение. 20-й старший аркан говорит о том, что действительно ангелы присматривают за вами. И о том, что вы сейчас как в центре внимания Вселенной, может быть. И даже нас много, да, вас, мои дорогие водолеи, но у каждого своя судьба и как будто своя миссия, которую вы должны осуществить, приходя в этот мир. Это карта перехода, такого порогового значения, когда говорят: оставь прошлое в прошлом. Это теперь не имеет, ну, что там у тебя было, не вообще не будет где-то влиять на последующие события. Тут самое главное для себя идти по возможностям, по тому, что вам преподносит судьба, или где-то воспользоваться теми событиями, которые будут для вас каким-то образом подсказкой осуществить свой успех. И вот если в обычной колоде эта карта страшный суд называется, но суд совсем не страшный, потому что это карта избавления от боли, избавления от страданий, то в этой колоде это карта истинного успеха, мои дорогие. Зов, как будто вот твердое намерение процветать. И вот что помогает: не сомневайтесь в себе. Что скрыто? Будут и деньги, будет и благополучие, будет изобилие, процветание. Если надеемся на себя, о себе много не говорим, какой-то план удастся, намерение процветать, и абсолютно точно успех вам гарантирован. Буквально так. Десятка пентаклей. Скрыто получение денег. Значит, где-то могут быть деньги крупные. Для кого-то из вас это могут быть та сумма, те деньги, которые задерживались, у кого-то продажа имущества, покупка имущества, какие-то вообще имущественно-денежные вопросы, дом богатый, уютный. Тут это пока скрыто, но как будто успех, посмотрите, твердое намерение процветать. И у меня карты, я их раскладываю таким образом, чтобы причина-следствие, как бы была взаимосвязь. И если что важно знать, вот это процветание. И карта в конкретике, что скрыто, то есть то, что мы можем пока не видеть, у вас осуществится какой-то план. Идем дальше. Причем со знаком плюс, понятно, да? Ну, вообще шикарно. Дела, работа, бизнес, стройка огня. Это очень сильная позиция, посмотрите.
Какая красивая карта, как будто девушка отправляется к дальним берегам, она готовится к чему-то, да, как прыжок какой-то, может быть, квантовый. Иногда по этой карте это наше новое начинание, но на этой неделе нет, опять же, динамики быстрой. На этой неделе мы должны составить, может быть, либо тезис, план буквально у кого-то так, но это момент сам по себе перехода, когда мы оставляем что-то позади, или какая-то карта нам говорит, кстати, 20-й аркан тоже об этом говорит, что прежний жизненный этап, он закончился. И мы не можем на это опереться. По тройке огня как раз надежность, наш якорь, от которого мы можем оттолкнуться и решить все вопросы. По этой карте мы можем осуществить какие-то невероятные возможности. И единственное, не проболтаться, или, с другой стороны, Верховная Жрица говорит, слушай свою интуицию. И, опять же, интуиция – это интеллект, тандем и нашего прежнего опыта, холодного такого, понимаете, как здравомыслие какое-то. И вот эта тройка огня и говорит, может быть, у кого-то это будет связано с переездом, у кого-то со сменой сферы деятельности, смены работы, релокацией офиса, или вообще вы что-то кардинально круто измените в своей жизни и окажетесь в том месте, куда вы не собирались, как будто так заведет судьба. Таковы возможности будут вашего твердого намерения процветать, будут открываться новые перспективы. Поэтому планы строить хорошо, но быть готовым к тому, что придется что-то корректировать, чтобы чего-то не упустить буквально. Расширение возможностей и достижение – это карта. И это на деловую сферу. Деньги будут. Деньги приходят. Девятка земли, десятка земли. Деньги приходят, и есть возможность их увеличить. Или приобрести что-то хорошее. Или вообще организовать бизнес. И кому-то о деньгах не говорим. Может быть, это у кого-то, мои дорогие, как знаете, может проиграться для части из вас деньги вашего партнера. Все-таки порой король воды, выступает как наши близкие, да, это наши партнеры, супруг, супруги, но все же этому не время. Знаете, не поддаться, я бы сказала, на чьи-то уговоры потратить деньги. Вот все-таки больше вот в этом ключе нам говорит карта. Или, мои дорогие водолеи, заначка какая-то, правда? Как будто нам ведь сказали, вот не время, да, как о себе много рассказывать, не время, когда мы где-то, так и расслабиться можем. У вас девятка земли, деньги как будто есть, но это карта самодостаточности. Это те деньги, которые либо мы вкладываем, либо открываем бизнес, либо начинаем работать на себя, либо деньги работают на нас. Есть в этом какой-то просчет. Просчет очень рациональный, не пальцем в небо, это точно. Потому что риск должен быть исключен, мои дорогие. Об этом нам уже сказали. Но действительно, твердое намерение процветать получается. Личная жизнь, вообще шикарно. Туз воды – это карта счастья. И, кстати, морской конек – один из символов счастья, изобилия, процветания, взаимопонимания, когда нас что-то не просто радует, а, правда, у нас исполняются мечты или какой-то проект. И, безусловно, по этой карте это как любовь искренняя и одновременно благополучие, изобилие, процветание. Я понимаю, у каждого своя история, но как будто вот этой неделе она для ваших свершений очень благополучна. И карта нам ведь о чем говорит? Что где-то Верховная Жрица это, знаете, какое-то время потребуется. Никогда старший аркан не проигрывается в одну неделю. С учетом тем более вот этой карты, что нам помогает, что будет этот успех. Мы должны словно вот эту удачу, решение каких-то вопросов, которые у вас складываются на этой неделе, со знаком плюс, растянуть на дистанцию, сделать как будто, из всего доброго, что получается на этой неделе, что-то хорошее для самих себя на длительный период времени. Словно умножить вот этот успех, это благополучие, переведя из девятки земли в десятку. Вот то что скрыто, чтобы ваше, как изобилие, процветание, осуществление ваших планов или каких-то других желаний, оно не то, что исполнилось, а чтобы из этих желаний появлялись новые, мои дорогие водолеи.
Вот такой у нас был прогноз на неделю, значимая неделя. И ваша сильная позиция, которая, увы, требует где-то скрытности и умолчания. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.